Привет, товарищи! Сегодня мы с вами будем паковать резьбу. Но есть как стандартные способы, так и нестандартные. Стандартные — это у нас тангит унилок, фумлента, лен с уплотнительной пастой, герметик анаэробный. Нестандартные — это пакет, мешковина, кусочки мешка, в котором хранят сахар, и леска рыболовная. Иногда есть такие моменты, что где-то неответственную резьбу нужно чем-то запаковать. Чем бы ее запаковать? И вот в основном я хочу сделать уклон на такие нестандартные решения. А что из этого выйдет, мы с вами посмотрим. Здесь я уверен, что со льном, фумлентой, тангитом и герметиком проблем не будет. А они очень интересный момент. Я хочу проверить. Да, и первое, с чего мы начнем, это у нас будет герметик анаэробный, троечка. Но так случилось, что я его намотал вчера. Это у нас новый кран, новые резьбы. И я буду паковать, так скажем, на анаэробный герметик. Это я делаю для того, чтобы он у нас окреп как следует. Так, этого делать нельзя. Желательно не рукой, а какими-то приспособлениями. Либо рука должна быть одета в перчатку, потому что это все равно химическое средство, которое может вам немножко, быть может, навредить. Простота нанесения поражает. Никаких специальных ключей, приспособлений не нужно. А вот это мы попробуем просто нанести таким образом, чтобы у нас был, так скажем, водяной валик. У него, возможно, чтобы водяной валик мы наносим. И в рекомендациях мы закручиваем. Сначала прокрутили, открутили. Она у нас расползлась везде. И теперь закручиваем окончательно. Вот так. Все. И такая конструкция у нас получилась. Это было сделано для того, чтобы он у нас застыл. Так как прошло уже примерно 20 с лишним часов, чтобы он набрал у нас полную прочность, которую рекомендует производитель. Убираем в сторону. Затем материал тангит унилок. И производитель нам рекомендует наматывать на 3/4 резьбу 7-9 витков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, давайте 10. Да, ну 10, я думаю, должно бы хватить. Теперь обрезаем ножом, который у нас имеется в комплекте с ним. Закручиваем. От руки точно не должен закрутиться, хотя закручивается от руки. Да, возможно, этого маловато. Сейчас возьмем ключик и потянем еще ключа, чтобы у нас было наверняка туго закручено. Хотя он уже почти полностью закрутился. Берем вторую резьбу. И вот таким же образом мы намотаем. Или давайте-ка не будем отходить от производителя. Раз. Постепенно нам нужно эту елочку смещать. Блин, что у нас? 4, 5. Какая-то она у нас однобокая получается. 6, 7, 8, 9, 10. Да хер, блин, полнейший. Просто я не умею ей работать. Сейчас мы вообще сделаем витков 13. Может быть, еще больше, чтобы было наверняка. Вот столько вот сделаем витков. Давайте, уже порядка 14 витков, чтобы наверняка. В основном я лен и герметик анаэробный использую. Получилось это более презентабельного вида. Не видно пробелов резьбовых. И будет затягиваться она. Но нет, опять же, она затягивается не особо туго. Сейчас мы также возьмем ключик. И потянем по ноге. Ключик. Давайте возьмем ключик, который нам простит задачу. Это более удобный. Вот так, подтягиваем до конца. До конца. Все, у нас получился. Ладно, возьмем. У нас получился такой кран.
фум-лента. Вот по фум-ленте нет какого-либо однозначного варианта, сколько наматывать нужно витков для того, чтобы фум-лента у нас хорошо отрабатывала возложенные на нее функции. Фум-лентой я как таковой тоже не работаю, но давайте-ка проверим ее возможности. Я думаю, что нам стоит намотать чем больше, так, тем лучше. Первый виток не особо туго, и затем мы ее поджимаем. Сразу же мотаем и поджимаем. Я думаю, что стоит намотать фум-ленты примерно, ну, витков. Чем больше, тем лучше. Сейчас мы эту так от балды намотаем, а следующую мы уже подсчитаем. Сколько витков намотать? Потому что фум-лента не для меня, не особо определенный. Так, это сюда. Есть ли какие-то соседи, которые фум-ленту используют для того, чтобы поверх длина? Нет, что-то они все у меня от руки затягиваются. Возможно, я слишком мало использую подножный материал. Поэтому видите, когда я буду их обрисовывать, подавать на них давление. Я только что закручивается. И мы сейчас нанесем на вторую резьбу, то же самое. Так, фум-лента. Это толстая фум-лента, ее толщина 0,2 мм. Есть очень тоненькая, которая вообще очень неудобная и рвется она слишком легко, а это довольно-таки прочная по своим характеристикам. Сейчас мы также мотаем. Сколько витков нужно будет сосчитать. И также дофига. Ладно, пусть будет так. Пусть будет так. И опять же мы тем самым образом накручиваем сюда. Муфту закручиваем кран. Вот здесь уже очень много мотал, поэтому от руки тяжело. У нас есть ключи. Я не стараюсь здесь, чтобы не покоцалась муфта. Детали все подопытные. Они так не коцаются, почти не коцаются. Отлично, у нас получилось. Я думаю, больше не стоит. Теперь мы льном будем наматывать на резьбы, которые пойдут в купе с пакетом, леской и мешковиной. Первое, что мы возьмем, это будет у нас пакет. Резьба, кранчик, еще одна резьба с резьбой. Вот остальном работать красота. Блин, летают. Ветер, походу, поднялся. Чуть-чуть зажимаем хвостик. И затем уже... Здесь нет никакой разницы, как вы будете вот так наматывать, либо распушить. Но когда вы ее, конечно, распушаете, наматывается более качественно. Но это не то, более качественно, более красиво. У нас присутствует культура производства работ. Я нанес вот такое неопределенное количество витков льна сюда. И все это дело я разбавлю унипаком. Капельку. Пачкаем руки. Все готово. Вытираем. Так. И наматываем сюда. Закручиваем. И то я уже намотал слишком много льна. На другую резьбу я намотаю немного. По минимуму. И теперь закручиваем. Закручиваем также. Почти так же остальным только немного потяжелее. Вот так. Отлично. У нас это получилось. А теперь непосредственно сам пакет. Это часть ручка пакета. Сколько же нам его намотать? Вот этого производитель точно не скажет. Но пакет, в принципе, на что он похож? На ту же самую фум-ленту. Давайте его тогда и наматывать, как фум-ленту. Скользит собака. Вот так. Съезжает. Левый к тому же. И очень удачный материал. Для подмотки. Нужно не зависеть. Сейчас попробуем. Вот таким образом. Даем паузу. Так. Давайте все, еще немного. И мы его пробуем наматывать. Вот. Это вообще интересно, как себя пакет поведет в роли подмотки для резьбы. Сможет ли он удержаться или не сможет он удержаться. Это мы рассматриваем случай, если нам нужно сделать подмотку для резьбы, какую-то временную, на ХВС. На горячие мы не рассматриваем, просто на ХВС. И давайте непосредственно вкрутим эту муфту в кран. Так. Ага, туго. Я думаю, что она даже сможет выдержать давление, а давление ничего не будет. 40-45 атмосфер. А чтобы она видно не имеет никакого близкого. И затем очень туго. Ну, я очень надеюсь, что резьба не распустит давление, не повернется. Как я ее знатно закоцал. Ладно. Пусть остается так. Все. Резьба готова. Убираем остальное.
дабы эстетический вид ей придать. Ох, ох, товарищи, что-то она у нас размоталась. Очень много размоталась. Ну, нет, все, затянулась. Отлично, убираем ее. Затем в бой идут... Так, мешок, мешковина, мешковина. У меня уже в одном опыте проскальзывала мешковина. Тогда я делал заморозку труб, и у меня нечем было подмотать, я зафигачил мешковиной. Сейчас же мы мешковиной делаем нарочно, специально, так скажем. И мы будем ей подматывать. Так, какую же? Давайте полдюймовую резьбу. Сейчас замотаем. Так, муфты. Такой у нас кранчик итаповский, который немножко отслужил. В принципе, у меня новые резьбы только на фумленту оказались и на герметик анаэробный. Так, затем мы, значит, один подматываем на лен, один край, который будет основным. Я льна сейчас нацеплю очень и очень немного. Так, вот он у нас лен. Наматывается, ложится неплохо. Так, затем конец комшек может образовываться. Расчесываем и не жалея выбрасываем. Так, так, отлично. Унипак. Все, получилась куколка, так скажем. Ага. И тоже намотаем очень-очень много. Сейчас ключом захватываем, затягиваем. Так, все, отлично, отлично. Облизался и все. И подтягиваем. Готово. Первая часть получилась. Самая основная часть у нас готова. Сейчас мы берем уже мешковину. Она у нас таким образом выглядит. Наматывать. Производитель тоже не дает никаких рекомендаций, как ее намотать. Поэтому мы ее складываем в 2 слоя. И проделываем следующий ход. Так, сейчас возьмем нитик. Следующий ход проделываем. Так. Мы ее подматываем. Мы ее будем наматывать почти как и лен. Хотя по своей структуре, по своему виду она больше подходит якобы на тангит унилок. Ну, на нить, на сантехническую нить. Не обязательно же тангит. Есть момент нити, есть еще какие-то нити. Как она здорово ложится, ребята. Вот эта мешковина, она внушает доверие и говорит: все будет хорошо, я вас не подведу. Ну что же, может быть, ей стоит поверить. Так. Ах, распушивается. Не держится она на месте. Ну, главное ее опускать по резьбе, чтобы она не распушивалась много. Это главное, что и со льном. Главное лен наматывать по резьбе, и тогда точно вы не ошибетесь. Хотя производитель, что касается полипропиленовых фитингов, заявляет, что не стоит вам использовать полипропиленовые фитинги вместе со льном. И сейчас рыболовная леска. Так, отматываем некое количество лески и наматываем ее на резьбу. Наматываем ее крест-накрест, по-всякому. По-всякому, блин, это очень плохой материал. Она разматывается. И по всей видимости у нас с леской, как бы не совсем получается, что ли. Не совсем получается. Она будет съезжать. Нет, она... Нет, все, туго пошло. Так. Давайте ключиком.
Затягиваем через ключ лохмотья. Ее, скорее всего, всю порезала. Я думаю, что так и есть. Ее подрезала? Нет. Ну, главное, пошла. Это очень плохой вариант. Однозначно, я думаю, что он не имеет права на жизнь в нашем опыте. Как в нашем опыте-то он умеет, а на практике его применять, скорее всего, бессмысленно. Но мы все равно проверим, исключим разные варианты. Все. Нестандартные решения мы также выполнили. Поехали. Пять атмосфер. 5 атмосфер наши. Сейчас я смотрю. Вообще сухо. С ума сойти. Оно не падает. 10 атмосфер. Вот это фокус. 10, все на месте. 15. 20. Вот какое-то есть проседание. Вот, чтобы показать, что все у нас на месте. Леска. Это ГЛ, герметик анаэробный, мешок, плакон, лен. Лен, а это у нас пакет. Так, это ФЛ, ну это ФЛ, фумлента. И, опять же, ТУ, тангит-унилок. Охренеть. А, нет, все. Появилась вода. На леске появилась вода. Ее нам придется исключить. Но все равно она дожила до такого безумного состояния. Она на 20 потекла. Закрываем. Закрыли леску. Давайте поднимем до 30. Так, 30. Мешок держит. Пакет держит. Но остальные у меня как-то не возникает сомнений, то что они будут держать. Они держат. И давайте, коль на то пошло, то до 40. До 40 с небольшим. Так, я выявил контру. Краны дохлые. Начали пропускать. Но не критично. Они пропускают не критично. Это нам вполне достаточно для того, чтобы мы дальше производили с ними пока опыты. Так, сейчас потихонечку давление у нас падает, прям капельными шагами. Откроем леску. Ну, с леской падает быстрее гораздо, потому что леска пропускает довольно-таки сильно. Вот она, вода. Леска здесь не конкурент другим уплотнительным материалом. Опа-на. Опа-на. Еще потекла фумлента. Так, тангит-унилок, все нормально. Фумлента проблема. Пакет все путем. Мешок все путем. Фумлента там, где побольше намотал.
там все хорошо, а где поменьше, там проблема. С герметиком анаэробным никаких проблем. С сольным вообще никаких проблем нигде. Но этот падает. Вот так, товарищи, в нашей жизни бывает. Эти я две перемотаю, это сюда поставлю на фумленту другую. И сюда я поставлю... Да тоже, наверное, намотай на пакет. Все, пока.